Эдинбург считают одним из самых красивых городов Европы. Но если честно, я сначала вообще не поняла, за что. На первый взгляд он кажется серым и скучным. Плюс вся эта мистика, о которой говорят на каждом углу. И я подумала, а если убрать все это, ради чего сюда едут вообще миллионы людей? Потому что одно дело легенды, а другое реальный город. И вот это мне стало реально интересно. И я решила проверить, может ли этот город впечатлить, без всей этой мистики. Первым делом я отправилась к замку, тому самому, который видно почти из любой точки города. Он стоит на высокой скале вулканического происхождения и за счет этого кажется еще более неприступным. На мой взгляд, снизу он кажется скорее сурово, чем сказочно. Темный камень, мощные стены, никакой легкости. Когда-то это была и главная королевская резиденция Шотландии, и именно здесь до сих пор хранятся шотландские регалии. Но на этом его история не заканчивается. На самом деле замок пережил очень много всего. Десятки осад, переходил из рук в руки, здесь держали заключенных, а позже он вообще стал военной базой и тюрьмой. Если задуматься, именно вокруг него постепенно и вырос весь Эдинбург. Но при всем этом чувство странное, место важное, масштаб чувствуется, а вот того самого «вау» ради этого стоило ехать у меня сразу не возникло. Я спустилась вниз на Royal Mile, это Королевская миля, главная улица старого города, которая соединяет замок с дворцом Palace of Holyrood House. Несмотря на название, это не очень привычная нам миля. Здесь речь о старой шотландской миле, и она чуть больше километра, примерно 1,8. И ощущение здесь уже совсем другое. Больше жизни, больше шума. По дороге попадаются интересные места, например, музей шотландского виски. Здесь можно узнать, как его делают. Посмотреть огромную коллекцию, конечно же, попробовать. А вот эта таверна названа в честь реального человека – Уильяма Броуди. Днем он был уважаемым мастером и членом городского совета, а ночью – грабителем. Философ Дэвид Юм. И да, у него уже отполирован палец. Считается, что если его потереть, станешь умнее. Ну, или просто сдашь экзамен. На улице также находится одна из самых известных церквей города – собор святого Джайлса. Она стоит здесь уже почти 1000 лет. Первые упоминания относятся к XII веку, и именно отсюда когда-то начиналась шотландская реформация. Снаружи она выглядит довольно сдержанно, но ее легко узнать по необычному шпилю в форме короны. А перед собором памятник Джону Ноксу. Именно он проповедовал здесь и сыграл ключевую роль в реформации Шотландии. Он считал, что у церкви не должно быть излишней власти, люди должны сами читать Библию, вера должна быть проще, без роскоши и сложных обрядов. Можно сказать, он по сути ломал старую систему. Родился он в Шотландии и какое-то время жил в Эдинбурге, так что здесь его считают своим. Внутри собора витражи, старинные залы и, например, часовня Чертополоха. Место ордена – орден Чертополоха, одного из самых престижных в Великобритании. Это что-то вроде закрытого круга избранных, куда принимают за особые заслуги перед страной. Внутри все очень детализировано. Резное дерево, символика, гербы рыцарей. И это уже совсем другое ощущение по сравнению с улицей снаружи. Ну, наверное, вы спросите, что такое чертополох? Это символ Шотландии. Его можно увидеть на гербах, монетах, украшениях по всему городу. По легенде, именно это растение когда-то помогло защитить страну. Враги наступили босиком на колючки, закричали и выдали себя. Чем дольше я гуляла по Royal Mile, тем больше было ощущение, что я здесь уже почти как своя, просто пока без зарплаты в фунтах. Магазинчики, сувениры, виски на каждом шагу, уличные музыканты, и все это как будто повторяется, но все равно не надоедает. If you enjoyed the show,
if you had a good time, if I made you happy. И в какой-то момент я даже стала сама частью улицы. Не знаю, как это произошло, но, кажется, Эдинбург просто принял меня в свои ряды. А если вы все еще смотрите, значит, мы уже идем где-то вместе. Тогда просто подпишитесь и пойдем дальше. Хотя, если копнуть глубже, буквально под землю у города есть еще более странная сторона. Но туда мы сегодня не пойдем. Я уже рассказывала об этом в прошлой серии. Ссылка будет сверху и в описании. И вот мы с вами дошли до вот таких интересных меток. Когда-то для жителей Эдинбурга именно здесь заканчивался мир. Вот представьте, прямо здесь проходила граница города. В средние века здесь стояли ворота – Нефербоулпорт. Город был окружен стенами, и за ними начинался уже совсем другой мир. Ворота на ночь закрывались, и, как говорится, кто не успел, тот не успел. Но, конечно, на этой границе мир не заканчивается. Это было скорее условное понятие «заканчивался город». Я пошла дальше по Royal Mile, мимо магазинчиков, музеев. Проходя мимо музея детства, зашла туда. Он бесплатный, почему бы и нет. Лично мне было не особо интересно. Думаю, зайдет намного лучше детям. В какой-то момент я заметила, что людей становится меньше. Улица постепенно успокаивается. И так я дошла до резиденции монарха – Palace of Holyrood. Этот дворец вырос из монастыря еще в XII веке и со временем стал официальной резиденцией правителей Шотландии. Сейчас он по-прежнему используется, когда монарх приезжает в Эдинбург. И, конечно, во дворце проходят официальные приемы и церемонии. Кстати, вот этот единорог – это не просто украшение, это символ Шотландии. Его изображают как сильного и дикого зверя, которого даже приходится сдерживать цепями. А вот этот олень на воротах не просто украшение. Он связан с легендой о короле, который на охоте увидел крест между рогами оленя, и после этого здесь и основали монастырь. И название Холлируд переводится как «Святой крест» и связано с именно этой легендой. Вокруг дворца сады и парк, где все резко становится тише и спокойнее. Прямо рядом находится The King's Gallery – галерея короля. Раньше она называлась галереей королевы, но после смены монарха название изменили. Это выставочное пространство, где показывают произведения искусства из королевской коллекции, картины, мебель, украшения, исторические предметы. И выставки там временные, они постоянно меняются. Через дорогу здание парламента Шотландии. И тут у меня возник вопрос. Это вообще что? Взгляд, конечно, завис, потому что после всей этой каменной готики это выглядит так, как будто сюда приземлилась инопланетная тарелка. Я даже сразу не поняла, что это официальное здание. Его открыли в 2004 году, когда у Шотландии снова появился свой парламент. Проектировал его испанский архитектор Энрик Миралес. И идея была сделать что-то современное и не копировать старый город. Здесь интересные формы, и в них кто-то видит листья, кто-то лодки. Что усматривается вами? Напишите в комментариях. Интересно почитать, насколько велика фантазия у наших зрителей. Представьте, изначально его планировали построить за 40 миллионов фунтов, а в итоге получилось больше 400. Да, в 10 раз больше. И это, конечно, вызвало огромный скандал. Люди были, мягко говоря, не в восторге. Кстати, мнения делятся до сих пор. Кому-то нравится, а кто-то вообще не понимает, что это. Я решила зайти внутрь, и, честно, это оказалось даже интереснее, чем снаружи. Внутри все так же необычно, но уже не кажется таким инопланетным. Людей почти не было, спокойно можно было походить, посмотреть разные части здания. Там немного историй, небольшие выставки, и в целом ощущение, что это место не только про политику, но и про идею и пространство. Думаю, именно этим оно и запомнится, потому что после всего, что я видела в Эдинбурге, такое появление этого здания, оно кажется максимально неожиданным. И я его, конечно, рекомендую посетить. Интересным местом для меня стал Национальный музей Шотландии. Он огромный. Снаружи он выглядит достаточно спокойно, но внутри это просто целый мир. Музей появился еще в XIX веке, и это, кстати, чувствуется, потому что здесь собрано буквально все.
От истории Шотландии до науки, технологий, животных, космоса. Здесь, например, хранится знаменитая овечка Долли, первое клонированное животное в мире. И, кстати, на верхнем этаже есть смотровая площадка, откуда открывается классный вид на город. В Эдинбурге очень сильный университет. Он существует с 16 века и считается одним из ведущих в Великобритании. У него есть свои выставочные пространства. На одну из таких выставок я как раз и попала. С одной стороны картины, собранные из кусочка ткани. Сначала смотришь просто на изображение, а потом начинаешь рассматривать каждый кусочек отдельно. А потом вот такие инсталляции. И я уже не совсем поняла, это про смысл или про ощущение. Я просто перестала пытаться все объяснить, и, наверное, в этом и идея. Не все должно быть всегда понятно. А в итоге я увезла с собой книжку с описанием этой выставки. Обязательно потом почитаю. Может, станет чуть понятнее. А в это место я забрела вообще совершенно случайно и оказалась вместе с огромными ткацкими станками. Здесь до сих пор вручную создают гобелены. Это такие большие тканевые полотна, которые буквально собирают нитка за ниткой. И на создание одного такого могут уходить месяцы, а иногда и годы. Безумно кропотливая работа, и я даже не думала, что такие вещи до сих пор делают вручную. Это уже не ремесло, а почти искусство. Раз уж я начала говорить про ткани, невозможно не упомянуть килты. Это обычно то, что можно увидеть на мужчинах в Шотландии. И да, это именно та самая юбка, про которую все сначала думают: серьезно? Изначально килт выглядел совсем иначе. Это был огромный кусок шерстяной ткани, который наматывали вокруг тела и закидывали на плечо. В нем можно было ходить, спать, укрыться от дождя. И по сути это была такая универсальная вещь на все случаи жизни. Потом он стал короче и превратился в тот вариант, который мы видим сейчас, со складками сзади и ремнями. И тут появляется тартан, клетчатый узор, который все связывают с кланами. Но есть нюанс. В том виде, в котором мы знаем эти узоры сегодня, их во многом систематизировали только в XIX веке. То есть часть этой древней традиции на самом деле довольно продуманная версия истории. После восстаний в XVIII веке британские власти решили, что такая одежда слишком сильно связана с шотландской идентичностью, и сделали ее незаконной. Почти на 40 лет. И когда запрет сняли, килт вернулся уже не как повседневная вещь, а как символ. Такой немного культурный, национальный и даже в каком-то смысле протестный. Если присмотреться, это вообще не просто юбка, а целый комплект. Спереди сумка с паран, длинные носки, булавка, иногда даже маленький нож в носке. И, конечно, самый популярный вопрос – носят ли что-то под килтом? Традиционно нет, но сейчас это уже скорее вопрос личного комфорта и уровня уверенности. Как вы видите, не только килты выглядят ярко в Эдинбурге. Улица Виктории, безусловно, сразу выбивается из всей этой серо-каменной истории города. Ее построили в XIX веке и сделали специально изогнутой, чтобы удобно было спускаться с холма. Причем она двухуровневая. Внизу магазины, а сверху еще одна улица. А цветные фасады – это уже скорее про торговлю. Каждый хотел выделиться, привлечь внимание. И в итоге получилось, как получилось. Здесь у меня возникло ощущение, что я попала на детский праздник. Все вокруг яркое, разноцветное. Я реально шла и крутила головой, как ребенок в магазине сладостей. Было ощущение, что улица какая-то немного нереальная, как будто ее сделали не для жизни, а для специального фильма. Говорят, что именно эта улица вдохновила на создание Косого переулка из «Гарри Поттер». Именно отсюда, мне кажется, открывается супер крутой вид на замок. Это лестница в Веннель, и кажется, я не одна так думаю. Туристов здесь много, и скорее всего придется немного подождать, чтобы сделать тот самый кадр без людей. Ох, в Эдинбурге настроение может измениться быстрее, чем погода. Кладбище Грейфрайерс. Здесь жил пес по кличке Бобби. После смерти его хозяина Джона Грея он приходил на его могилу каждый день
и делал это почти 14 лет. Его пытались увезти и забрать, но он все равно возвращался. Когда Бобби умер, его похоронили, здесь же, на кладбище. Рядом с кладбищем находится статуя Бобби. И да, ее тоже труд на удачу. Поэтому она уже заметно отполирована. И сейчас, наверное, это одна из самых известных историй в Эдинбурге. У меня собрана целая коллекция городов Европы с их историями и атмосферой. Если интересно, просто загляните в плейлисты. Они разбиты по странам, а внутри по городам. Так что можно спокойно выбрать нужное место и не тратить время на поиски. Дальше я поднялась на Калтон-Хин. Это одно из тех мест, куда бы я вернулась еще раз. Просто ради вида. Отсюда видно почти весь город и даже море вдалеке. И в какой-то момент я поймала себя на том, что просто стою и разглядываю все это, как будто пытаюсь собрать Эдинбург в голове. И, возможно, если вы когда-нибудь приедете в этот город, начните свое изучение его именно отсюда. Я в восторге от этого места. Здесь очень просторно, тихо, зелено и масштабно. Но сам холм оказался интересным и не только из-за вида. Здесь очень странная смесь построек. И первое, что я заметила, это такие почти античные колонны. Это национальный монумент, и он недостроен. Его начали строить как аналог Парфенона, в память о солдатах, погибших в наполеоновских войнах. Но в какой-то момент просто деньги закончились, и осталась вот эта часть колонн. И так они и стоят до сих пор. Рядом монумент Нельсону. Он немного странной формы, как будто перевернутая подзорная труба. И раньше с него подавали сигналы времени для кораблей в порту. Красиво виднеется на горе памятник философу Дугальту Стюарту. Он был одним из ключевых мыслителей шотландского просвещения. Он выглядит как античный храм неспроста, потому что в то время Эдинбург ассоциировали с наукой, философией и образованием и хотели придать городу античный образ. И, кстати, именно из-за таких построек Эдинбург часто называют «северными Афинами». А это указатель направления, то есть отсюда можно понять, куда именно ты смотришь. Здесь также находится обсерватория, где раньше наблюдали за звездами, а рядом старое здание, где жили и работали астрономы. Сейчас это, конечно, уже больше про выставки и арт-пространство. На канале это уже вторая серия нашего путешествия по Эдинбургу. В следующей разберем бюджет по полочкам и посмотрим еще интересные классные места. Я, конечно, лопух. Серьезно. Думала, серый, каменный, дождливый город. И чё сюда едут миллионы людей? А потом походила, посмотрела и поняла, что дело вообще не в погоде и уж точно не в цветах. Этот город каким-то образом умудряется быть уютным, интересным, комфортным и при этом вызывать огромный спектр эмоций. Я в какой-то момент просто перестала проверять, анализировать и начала просто получать удовольствие. И, наверное, именно поэтому сюда хочется вернуться, потому что Эдинбург – это не про погоду, это про ощущения.